Everyone has coffee. Доброе утро. Надеюсь, вы уютно расположились с чашечками кофе. Welcome to the Swedish Pensions Agency. Добро пожаловать в Пенсионное ведомство Швеции. My name is Annika Sundén, and I'm the Deputy Director General here at the agency. Госпожа Аника Сюнден занимает должность заместителя генерального директора агентства. Can everyone hear me? Okay? Слышно ли? Yeah. Otherwise, you'll just tell me. It's a pleasure to have you here. Jesper asked me to talk a little bit about the Swedish pension system and about our agency. We have until 11 about, and I have prepared some slides that I will talk from. And I think we'll do it like this, that feel free to interrupt with questions as we go along. Мы рады вас приветствовать. Еспер просил меня сделать небольшой доклад о системе пенсионного обеспечения в Швеции. Так я и поступила, подготовив доклад и определенные слайды. Времени у нас примерно до 11 утра. Формат дискуссии свободный, так что, пожалуйста, задавайте вопросы, если что-то вызовет у вас интерес. I saw from your program that you've had a few lectures already on the Swedish welfare model, but I was thinking about starting with that, just to give you the framework for the pension system. По программе я видела, что у вас уже были лекции о модели социально ориентированного государства в Швеции. Однако мне хотелось бы начать именно с этой темы, так, чтобы произвести общее введение в систему социального и пенсионного обеспечения. So the Swedish model, or sometimes referred to Nordic model, is something that a lot of countries have looked to, and the characteristics of the model that are special is that it's a model that covers the entire population. Так называемая шведская модель или нордическая модель, модель Северной Европы, охватывает все население страны. It's a statutory, it's an obligatory system that covers all individuals, and it's based on individual rights. So it's an individual-based model. Эта модель, закрепленная в законодательстве, иным словом, обладающая статутным характером и основана на индивидуальных правах, так что охватывает всех граждан и лиц, проживающих на территории страны. And the schemes that covers various risks in life provides both basic protection, poverty alleviation, but also income replacement. So you get benefits in relation to your income. Соответственно, эта система предполагает как общее социальное обеспечение, так и определенные выплаты в зависимости от компенсации, скажем так, вашего дохода. So these general schemes then give opportunity to move freely between employers and sectors in the economy, and you're not locked in with one employer because of the system you're covered by. Подобная система обеспечивает высокий уровень мобильности между разными работодателями и фактически позволяет людям достаточно свободно перемещаться на рынке труда. The system with universal benefits and extensive coverage has also resulted in a strong political support for the model, and it's also resistant to changes. Подобная система, как раз таки ввиду ее всеохватности и общей системы обеспечения, вызвала и достаточно серьезную политическую поддержку, и при этом система достаточно устойчива к изменениям. And sometimes it's referred to the system that provides from the cradle to the grave. Иногда подобную систему именуют системой от колыбели до могилы, потому что она действительно охватывает все стадии жизни человека.
It includes some 50 benefits and allowances that covers all risks or all things that can happen to you in life. Система включает примерно 50 различных типов пособий и выплат, охватывающих всевозможные факторы риска, сопутствующие нам на протяжении жизни. So it provides support to families and children. It provides support when you're sick or you need rehabilitation to get back to work. Система предусматривает обеспечение семей и детей, а также выплаты и помощь по болезни и значит, бюллетени по выздоровлению. And to disabled people, and you get dental care. There are survivor benefits for widows and widowers, and of course a pension system that covers all. Система предусматривает выплаты и пособия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями, стоматологическую помощь, помощь вдовам и вдовцам, а также пенсию по старости. So today I will focus on the pension system, and actually this year celebrates 100 years of national pensions in Sweden. Соответственно, из всех этих категорий сегодня я буду говорить именно о пенсионной системе, которая сегодня в Швеции насчитывает уже столетия. So Sweden introduced in 1913 one of the world's first national pension schemes. Швеция в 1913 году ввела в действие одну из первых в мире национальных пенсионных систем. And this was a basic benefit, a fairly low amount, and it has since evolved. Эта система, которая изначально подразумевала достаточно невысокие выплаты, ну, однако универсального характера по возрасту, с тех пор претерпела значительную эволюцию. In fact, the 20th century was the century when really the Swedish welfare model was built. So with the pension system in 1913, and then we had child allowances and national health insurance in the 40s and the 50s. Очевидно, что в 20 веке шведская модель социально ориентированного государства и сформировалась, и тогда как это началось в 1913 году с внедрением национальной базовой пенсионной системы, потом реформы продолжились в 40-е годы с введением в 1948 году детского пособия. And then with increased provisions in the pension system in the 1960s. And this was actually fairly late compared to many other countries. But in 1960, Sweden introduced income-related pension benefits to all citizens, or all people living in Sweden. Дальнейшие шаги этой реформы были относительно поздними по сравнению с другими странами, но при этом они оказались достаточно важными, потому что в 60-м году в Швеции была внедрена система выплат, социальных выплат по компенсации доходов. Parental insurance was introduced in the mid-1970s and was one contributor to the fact that women in Sweden work almost as much as men. I will come back to the involvement of the pension system, but in the 90s there was a reform, and I will come back to talk to that. So in 1999 there was a new pension system introduced. Я вернусь к вопросу об эволюции шведской пенсионной системы. Сейчас же хочу сказать несколько слов о том, что в 90-е годы 20-го столетия была произведена реформа этой системы. В частности, речь идет о 99-м годе, когда была введена в действие новая пенсионная система. And in 2010, the administration of the pension system was consolidated. It was previously done by two agencies, but in 2010 it was consolidated. And this agency, the Swedish Pensions Agency, was formed. Наконец, в 2010 году произошла консолидация и объединение прежде двух ведомств, занимавшихся пенсионной системой, в одно единое агентство. So our task is to
administer and handle the pension system and the information about pensions. And it's quite a large task, a large responsibility. Everyone is covered. There are currently about 1.8, almost 2 million retired people, pensioners, that receive benefits. Since everyone is covered by the pension system, there are about 6 million participants that we communicate with and that are in contact with us. Значит, таким образом, в нашем ведомстве решаются все вопросы, связанные с работой, функционированием пенсионной системы и ее информационного обеспечения, что, конечно, представляет собой огромную ответственность. В настоящее время в системе есть 1 800 000, почти 2 миллиона пенсионеров, и учитывая, что в стране проживает почти 6 миллионов человек, которые так или иначе соотносятся с пенсионной системой на этапе отчислений, фактически в круге наших клиентов 6 миллионов человек. So we pay out benefits in the amount of about 270 billion Swedish crowns. Мы выплачиваем пенсионные отчисления и дивиденды пенсии фактически в размере 270 миллиардов шведских крон в год. And that's about 8% of GDP. Или примерно 8% ВВП. So if you look at all social insurance, pensions, sickness insurance, parental benefits, together, that's about 450 billion of GDP, so something like 16%. So it's a large sector. Если взять все выплаты социального характера, включая пенсии, а также выплаты по болезни и целый ряд иных выплат, то эта сумма увеличивается до 450 миллиардов шведских крон в год, или почти 16% ВВП, что представляет собой очень большую, очень существенную часть вообще шведской экономики. There's also a part of the pension system that is funded, where participants have their own account where you can choose investments. I will come back to that. But that means that we also manage a lot of fund companies and transactions between participants and fund companies. There are about 100 fund companies in the system. Кроме того, следует отметить, что в рамках системы функционирует около 100 фондирующих или фондовых компаний и примерно 800 фондов, также производящих выплаты пенсий по специализированным схемам. And there's about 4 million fund allocations per year. So there's a lot of transactions. We have a lot of transactions in this agency. При этом в пользу этих фондов в рамках работы всей системы производится около 4 миллионов ассигнований в год, что означает необычайно высокий объем сделок, производящихся в рамках системы. But most of the pension system is a pay-as-you-go system. So that means that people working currently are paying in contributions that are then used to provide or pay benefits to current beneficiaries. Однако очевидно, что в основном система основана на регулярных отчислениях работающих шведов. But to give you another number if you look at the liability or the value of the assets in the pension system, what is the pension rights that we've all earned, what is it worth? That amounts to 7,400 billion Swedish crowns, or 2.5 times our GDP. Однако, если подсчитать все так называемые пассивы или общий объем выплат шведской пенсионной системы, то сумма эта будет составлять 7 миллиардов и 400 миллионов шведских крон, или почти 2,5 ВВП страны. So let me then turn to talk just about pensions. Like I started saying, Sweden was early to provide for a national scheme in 1913, and we introduced income-related benefits in 1960s. Перейдем, однако, собственно, к вопросу, вернемся немножко к историческому
измерению. Как я уже говорил, в 1913 году была внедрена первая общая пенсионная система, и в 1960 году была введена в действие система выплат на основании доходов. But in the 1980s, it became clear that Sweden, like many other countries, were facing problems with sustaining its pension system. Однако в 80-е годы 20-го столетия система столкнулась с серьезными трудностями по поддержанию вообще подобного уровня выплат. And the problems were similar to that of many other countries in the industrialized world. We're facing population aging, of course. This graph shows projections of life expectancy from age 65, 1980, and a projection for 2060. And as you can see, in 1980, men age 65 were expected to live about 15 years. Today, they live close to 20, and come 2060, they're expected to live until another 23 years, so almost to 90 years old. Соответственно, проблемы эти были связаны и, можно сказать, были общими для большинства так называемых развитых промышленных стран. И, конечно же, были связаны с демографической ситуацией, старением населения и увеличением продолжительности жизни на 18 и 21,2 года, соответственно, для мужчин и женщин к 2000 году. И, как это предполагается, эти показатели продолжительности жизни увеличатся еще до 23-26 и 25 лет к 2060 году. And at the same time as the population was aging and fewer people have to support more people, the exit from the labor market started to decrease. So people were leaving the labor market earlier and earlier. Соответственно, по мере таких демографических тенденций происходило нарастало число людей в относительно раннем возрасте, покидавших рынок труда. And coupled with slower economic growth in the late 80s, early 90s, the old pension system was no longer sustainable. В совокупности с замедлившимся экономическим ростом в конце 80-х, начале 90-х годов, это объясняет сложности, с которыми столкнулась пенсионная система. So in the 1990s, there was a reform process that took almost a whole decade. В 90-е годы был запущен процесс реформ, на осуществление которых потребовалось почти целое десятилетие. And the goal with the pension reform was to establish and create a system that could be financially stable and not as sensitive to economic and demographic growth as the previous system. Целью подобных реформ было создание финансово устойчивой, то есть жизнеспособной системы, которая бы была в меньшей степени зависима от колебаний, изменений в экономике и демографии. It was also important to create a transparent system, a system that participants could understand and where incentives were clear. Существовала также необходимость создания прозрачной системы, так чтобы она была понятна всем участникам и пользователям. The policymakers also wanted to create a system that maximized intergenerational fairness. The previous system, although it was a system that replaced or you received benefits in relation to your previous income, the relation between what you paid in and what you received back was fairly weak. Кроме того, существовала политическая инициатива приведения системы в равновесие с точки зрения так называемого межпоколенческого равенства, потому что в предшествующие десятилетия, несмотря на то, что
вы получали эти пенсионные выплаты, все-таки достаточно была низкая связь между тем, сколько вы отчисляли на протяжении жизни, и суммами, которые вы получали в качестве пенсии. So there was unsystematic redistribution. For example, somebody with a fairly low income to work for a very long time did not get as much back as somebody who worked for a fairly short time with high salary. It benefited people with steep earnings careers. Соответственно, происходило буквально следующее. Лица, которые на протяжении очень длительного времени работали и при этом отчисляли относительно маленькие суммы в пенсионный фонд, не могли рассчитывать на тот же размер пенсии, как лица, которые работали достаточно непродолжительное время с очень высокими зарплатами, что в целом создавало преференции для определенного типа карьеры и определенного типа, служебного роста. It was also important to policymakers to include basic income security, so that there was a benefit for people who could not work for various reasons or had very low benefits. Была также разработана система социальных выплат в пользу людей, которые не работали, либо были безработными, либо не имели возможность получать более высокие доходы в продолжении своей рабочей жизни. So the new system was launched in 1999. Новая система была введена в действие в 1999 году. And it consists of a couple of different parts. We often use the triangle to represent the full retirement income system, where the base of the triangle is the public, the national pension scheme. Система обнимает ряд компонентов, которые зачастую бывают представлены в форме треугольника, в основе которого лежит универсальная, общая, шведская, обязательная пенсионная система. In addition to the public, the national scheme, almost everyone is also covered by occupational plans. I will not go into those in detail, but the occupational plans complement benefits from the national scheme. It's represented by the blue part of the triangle. Хотя я не буду говорить об этом подробно, но в фиолетовой части треугольника представлена так называемая часть пенсионной схемы, зависящая от конкретного рода деятельности, и она охватывает 90% всех работающих граждан. And then if you want, you can of course save on your own, and that's the top of the triangle. И, наконец, белая вершина треугольника – это собственные индивидуализированные пенсионные отчисления, которые каждый гражданин вправе делать на протяжении своей рабочей активной жизни. Going back to the national scheme, the orange part of the triangle, after the reform, of course, it continued to be a compulsory system that includes everyone working in Sweden. Значит, но вернемся к основной системе, образующей основание треугольника, которая и после реформы, конечно, продолжала оставаться обязательной и охватывающей всех проживающих в стране, всех граждан. It's a combination of a pay-as-you-go system and a funded system. Система представляет собой сочетание пенсионных отчислений собственно работающих лиц и фондирование или бюджетных ассигнований. So everyone who works in Sweden contributes 18.5% of their income up to a ceiling. Monthly. Yes, monthly. Каждый работающий человек в Швеции, значит, выплачивает в пользу пенсионного фонда 18,5% от дохода в месяц. 16 percentage points go to the pay-as-you-go part of the system, the notional defined contribution plan. Из них 16% выплачивается в пользу, собственно, пенсионных отчислений. So it's called income pension here. Это так называемая доходная пенсия, как это называется. So the way it works is that everyone has an account. I mean, it's a fictive account because there's no real money in the account, but
every year on your account, your contribution of 16% is recorded. Значит, работает это таким вполне известным способом, когда у каждого работающего человека есть некий фиктивный счет, фиктивный потому, что на нем, значит, нет собственного, естественно, средства, где регистрируются вот эти 16% выплат каждый год. The account grows every year with new contributions, of course, but also with a rate of return that's equal to average wages. Соответственно, происходит аккумулирование этих средств на ежегодной основе, плюс процентная ставка в зависимости от дохода. So when you come to retirement, you've accumulated a fairly large amount of money. And the way your benefit then is calculated is that you take this account balance and you divide it by an annuity divisor. I will explain the annuity. Yeah. So, это происходит, соответственно, к пенсии на счете накапливается определенная маленькая сумма, и из нее, значит, происходит исчисление пенсионных выплат на основе деления этой суммы на аннуитет, о котором мы, значит, поговорим чуть позже. So the annuity divisor is a number that takes into account the expected life expectancy for your age group, for your cohort. Да, значит, и аннуитет представляет собой знаменатель по коэффициенту дожития для данной, значит, группы, для вашей возрастной группы. So as life expectancy is increasing, the annuity divisor will become larger. So benefits are automatically adjusted to changes in life expectancy. Таким образом, эти выплаты напрямую связаны с продолжительностью жизни для данного периода. So that was one of the features. Remember that an important goal for the policymakers was to create a system that was insensitive or followed demographic changes. So this is the way the system adjusts to demographic changes automatically. Именно таким образом была реализована политическая инициатива, направленная на, значит, сглаживание зависимости системы от демографических колебаний. The system also includes other automatic stabilizers, and in particular something called an automatic balancing mechanism. В системе предусмотрены и другие, значит, так называемые балансирующие факторы, которые выполняют такую роль. So the system is tied to economic growth, but there could be circumstances where the money that's paid into the system is not enough to provide for benefits long term. Очевидно, что система зависит от темпа экономического роста, и возможна ситуация, при которых отчислений в пенсионный фонд будет недостаточно для покрытия в долговременной перспективе надлежащих выплат. So every year, our agency, the Swedish Pensions Agency, calculate the liability, how much is everyone owed in pensions. Поэтому производится ежегодный расчет всех пассивов или всех, значит, задолженностей пенсионного фонда. And it compares it to the value of the assets. В сравнении с общей стоимостью активов. And if the liabilities are larger than the assets, and then this number, dividing assets by liabilities, returns a balance ratio. Соответственно, посредством деления активов на пассивы двух этих величин мы приходим к некоему так называемому балансу, к сальдо, который подсчитывается ежегодно. So if liabilities are larger than assets and the balance ratio is below 1, that will affect how benefits will be indexed, how benefits will be... And that's per annual, on an annual basis. On an annual basis. Соответственно, если этот баланс, если пассивы превышают активы, если этот баланс ниже 1 как коэффициент, то это повлияет на соответственный уровень выплат в следующем году. So when you're retired and you receive your benefits,
benefits every year are increased, they're indexed by average wage growth. If it turns out that the system is not in balance, the indexation will be less, or even, it could even be the case that benefits are lowered to bring the system back into balance. Соответственно, если происходит разбалансирование системы, то есть этот коэффициент опускается ниже 1, то допускается снижение либо индексирования, либо даже либо коэффициента индексирования пенсий, или же даже размера пенсионных выплат. So the policymakers have created a system that should work automatically and automatically adjust itself to shocks or changes in demography and economic conditions. Таким образом, как уже говорилось, была реализована политическая инициатива о создании системы, которая реагирует на изменения в демографии и экономике. So if you compare to many other countries around the world that are currently discussing what to do with their pension systems, politicians have often a hard time to get changes passed by legislation, because there are a lot of people who don't like it, of course. Совершенно очевидно, что во многих государствах мира при оценке и обсуждении реформ пенсионной системы политикам зачастую не удается провести через законодательное собрание, законодательные органы те или иные инициативы. So the Swedish policymakers, on the other hand, has created a system that works on automatic pilot, if you will. С другой стороны, Швеции, насколько мы можем судить, удалось создать систему, которая, как можно выразиться, работает на автопилоте. In a minute, I'll come back and show you the effects of this mechanism. Через минуту я попытаюсь проиллюстрировать последствия и влияние подобного механизма. The second part of the system is a funded part, the premium pension. Вторая часть системы – это, собственно, бюджетные ассигнования, то есть фондируемая часть. So 2.5 percentage points, there were 16 percentage points going into the income pension, 2.5 percentage points go into a funded individual account. So it's real money going into your account. Значит, 2,5% – это фактические отчисления в реальных деньгах, которые поступают на счет, значит, данного физического лица. So you as a participant then have to choose what to do with that money. In what kind of funds do you want to invest the money? И вы, как участник пенсионной программы, решаете для себя, в какой из 800 фондов эти средства инвестировать. And there are some 800 funds to choose between. Всего их 800, то есть можно. So there's a lot of funds. Их действительно очень много. If you don't want to choose, there's a default fund. So the money will go into default fund if you don't do anything. Если вам не хочется выбирать конкретный фонд, то, значит, соответственно, это происходит, отчисление происходит по умолчанию. Да. Okay. So these two. Do you want to ask something? Please. По умолчанию куда? Oh, so if you. It goes to a fund that's managed by the government. Есть некий фонд, которым управляет государство. And I'll come back to that and show you. Many people are in the default fund. На самом деле очень много людей участвуют именно в этом фонде, вот по умолчанию. So. Anything else? No? So the income pension and the premium pension are the income-related parts of the system. Итак, эти две формы пенсии, они связаны, в общем, с вашим доходом. In addition, there's a guarantee benefit. А существует еще некая гарантированная часть. And that's paid out to people who have never worked or has a very low income pension. А эта часть выплачивается людям, которые либо работали на низкооплачиваемой работе всю жизнь, либо не работали вовсе. And if you look at everyone who's a retired person today, among the 8.8 million people, about 700,000 have at least some guarantee benefit. И примерно 700 тысяч людей
из 1 миллиона и 800 тысяч охвачен именно вот этой гарантированной пенсией. And the reason for that is that among the retirees today are many women who never worked, who didn't enter the labor market. Такая высокая цифра объясняется тем, что среди сегодняшних шведских пенсионеров очень много женщин, которые вообще никогда не были задействованы на рынке труда. Going forward, the number of people, the number of retirees with guarantee benefits are going to decrease. Because today, women and men work almost to the same extent in Sweden. На самом деле, эта цифра, вот, которая сегодня составляет 700 тысяч человек, она в будущем сократится просто по той причине, что сегодня на рынке труда шведского женщин достаточно много, и их можно сопоставить с мужчинами в этом смысле. In addition to guarantee benefits, there's also a housing allowance. Помимо вот этих гарантированных выплат, есть выплаты, связанные с вашим жильем. And that housing allowance, we here at the Pensions Agency, we administer that. And you have to apply for the housing allowance, and it's means tested. So you look at your income and your other assets to determine if you're eligible. Вот этими выплатами, связанными с жильем, тоже занимается пенсионный фонд. Для того, чтобы получить эти выплаты, нужно подать заявление, и пенсионный фонд рассматривает эту ситуацию и принимает решение о том, действительно ли вы попадаете в эту категорию, и вам нужны какие-то выплаты по жилью в связи с вашим доходом, главным образом. Низкий доход. Конечно. Или, естественно, то есть достаточно ли он низкий для того, чтобы вам что-то доплатить. So, together, the guarantee benefit and the housing allowance provides adequate income. So if you look at poverty rates in Sweden, they are fairly low for people, retired people. Вот эти две категории выплат, значит, первая пенсия как таковая и вторая это доплата за жилье, они, в общем, создали ситуацию, когда уровень бедности среди шведских пенсионеров достаточно низок. If you look at replacement rates, if you look at a person who's worked their whole life and received the income benefit, the income pension, the premium pension benefit, from the national scheme, they're expected to receive about 50 to 60% of their previous income. Значит, что касается людей, которые всю жизнь работали и имели определенный доход, пенсия их должна составить где-то 50-60% от их дохода. But to that, you should add the occupational pension that almost everyone has. Но чтобы это произошло, нужно задействовать вот ту пенсию, которая есть практически у всех работающих людей, которая связана непосредственно с их профессиональной деятельностью. So national pensions together with occupational pensions are expected to give around 75% of previous income when you're retiring. И если мы прибавляем вот эту так называемую профессиональную пенсию к национальной пенсии, то уровень выплат в пенсионном возрасте составляет уже 75% от того, что ты зарабатывал. But that requires that you continue working as life expectancy increases. Continue working while. You have to. There's no fixed retirement age in the Swedish system. Mm-hmm. In the previous system, the retirement age was 65. Значит, в нынешней шведской системе, связанной с пенсией, нет ограничений по возрасту. Раньше в 65 лет ты должен был уйти на пенсию. In the new system, you can start withdrawing benefits at 61. В нынешней системе в 61 год ты имеешь право начать пользоваться вот этими пенсионными привилегиями. But you earn pension rights for as long as you work. Но, с другой стороны, твои пенсионные права, что ли, они могут расти в том смысле, что ты можешь продолжать работать. And in order to receive 75% of your previous income, you have to continue working. I will show you in the next picture, it will become clearer. И, в общем, для того, чтобы выйти на уровень 75%, ты должен продолжать работать. So in the previous pension system, the retirement age was 65. Значит, еще раз, в предыдущей пенсионной системе возраст выхода на пенсию был 65 лет. But as we live longer
And remember, benefits are automatically adjusted to life expectancy. The benefit at 65 will be lower and lower and lower. Но поскольку продолжительность жизни возрастает, а система, как мы выяснили, она регулируется автоматически, значит, в 65-летнем возрасте, если ты захочешь выйти на пенсию, значит, твои отчисления пенсионные, то есть то, что ты получишь, это будет все меньше и меньше и меньше в связи с увеличением продолжительности жизни. And it will be lower because the benefit will have to be paid over more years than previous. The annuity divisor goes up. Эта цифра будет уменьшаться просто потому, что люди будут жить дольше, и, соответственно, вот эти аннуитетные выплаты, так называемые, их нужно разделить на большее количество лет. So if you look at somebody who retired around the time the new system was introduced, somebody born in 1930 who retired at 65. Допустим, человек, который родился где-то в 30-е годы, и вот он выходит на пенсию в 65-летнем возрасте. If you compare that benefit to somebody born in the 1970s, in this example in 1973, и вот сравним это с примером человека, который родился в 73-м году, допустим. The person who was born in 1973 have to work to age 68 and 3 months to receive the same benefit as the guy born in 1930. А этот человек, рожденный в 1973 году, чтобы выйти на уровень пенсии, который получал человек, который родился в 30 году, ему для этого нужно работать 68 лет и 3 месяца. So the person in 1930 could... До 68. So the До возраста 68 лет. The person in 1930 could retire at 65. Somebody born in 1973, that person has to work to age 68 in 3 months. Повторяется эта информация, вы совершенно правы. До 68 лет плюс 3 месяца этот человек должен работать, чтобы выйти на уровень пенсии, который получал человек, который вышел на пенсию в 65 лет, рожденный в 30 году. But of course, it's better all around because you also live longer. So you can see that the person born in 1930 was expected to live until 82 something. The person born in 1973 is expected to live almost to 90. So you also get more time as a retired person, even though you work longer. Положительный момент здесь заключается в том, что человек, который родился в 30 году, вот его продолжительность жизни средняя, она вот составляла, он жил до 82 лет. Человек, который родился в 73 году, вот видите, срок его жизни, он уже тяготеет к 90 годам, и, соответственно, люди будут жить дольше, они будут получать пенсию. Okay. So everyone in the information that they receive from us, everyone gets a picture like this every year. Каждый человек, который состоит у нас на учете, он вот подобную картинку лично для себя получает от нас ежегодно. So in the annual statement that the Swedish Pensions Agency sends out, this picture is included. So you can see for yourself how long you will have to work to get the same benefit. То есть каждый человек имеет возможность получить от нас информацию и понять, сколько он, собственно говоря, должен работать, до какого возраста он должен работать, чтобы получить вот такую пенсию. In fact, the whole issue around how long we are working in Sweden is something that's discussed very intensely right now. На самом деле вопрос о том, сколько же гражданин Швеции должен работать, сейчас обсуждается весьма интенсивно. Because even though the pension system includes incentives and to work longer, most people still withdraw their benefits at 65, as you can see from this spike here. На самом деле, несмотря на то, что существующая пенсионная система в Швеции имеет какие-то стимулы для того, чтобы люди работали дольше, но все-таки в основном население предпочитает воспользоваться своими пенсионными правами в возрасте 65 лет, о чем и говорит вот этот всплеск. So what this picture shows, though, is that there's some small steps towards change. The different bars here shows different age group, different cohorts.
starting in 1938 to 1946. Ну вот здесь видите разными цветами этот столбик изображен. Это просто ну, разные годы рождения от 38 до 46. And although 65 is the most common age to withdraw your benefits, you can see a tendency towards more people moving away from 65. The younger cohorts here, those born in 1946, there are fewer who withdraw at 65 and more that withdraw before 65, but also more people who withdraw after 65. То есть, ну, эта тенденция, в общем, говорит о том, что при том, что этот столбик, безусловно, очень высок, но есть тенденция, и которую вот эта таблица, собственно, подтверждает, что люди, которые родились позже, там, допустим, в 46 году, они уже тяготеют к тому, чтобы работать дольше. So, in order to get adequate benefits, you're going to have to work longer. Соответственно, чтобы получать достойную пенсию, нужно работать дольше. But it's also necessary for Sweden as a country, in order for us to sustain our welfare state, to sustain the social insurance program and social welfare services, we need more people to work. Но для того, чтобы поддерживать, так сказать, вот наше общество социального обеспечения, и Швеция таковым обществом является, вот для того, чтобы эту систему поддерживать, нужно, чтобы люди работали дольше. To get more tax revenues, of course, to provide for all the different benefits and Чтобы services. государство получало больше доходов от налоговых средств. So there has just been a parliamentary, or not a commission working on retirement age that has released a report this spring. В парламенте есть специальная комиссия, которая занимается вопросом о том, каким же должен быть возраст выхода на пенсию. Вот ее материалы работы этой комиссии, они были опубликованы весной. And that committee is suggesting some changes to the age limits in the system. For example, they want to increase the first age when you can withdraw benefits to 62, 63. Значит, эта комиссия внесла определенные предложения по изменению системы, в частности, возраст, когда человек может потребовать свои, так сказать, вот, пенсионные льготы или какую-то пенсионную компенсацию с 61 года предлагается повысить до 63. Понятно? Это непонятно? А вот спросите, пожалуйста, если человеку исполнилось 61 год и он продолжает работать, ему пенсия выплачивается или не выплачивается? Он только на зарплату имеется в виду, на 100% выплачивается или нет? Okay, the question is when you're 61, Yeah. And you keep on working, Yes. what do you receive your salary or you receive pension plus the salary? You can decide. Most people who continue working after 61 do not withdraw benefits. You don't have to withdraw benefits. You don't take the pension. No. Это зависит от тебя, ты должен сам принять это решение. В основном люди, продолжающие работать, они пенсию не трогают, они ее не получают. Путин сейчас так предложил. Не трогают, она накапливает. Путин сейчас так Meaning that предложил. pension Ты Yes. работаешь, а деньги твои работают. Да, это накапливается. Yes. For as И тогда вы long говорите, что твои выплаты дальнейшие будут выше. for as long as you work, you earn pension rights. То есть ваши пенсионные права не реализуются, то есть они накапливаются средства, называемые, пока вы работаете. You can work till 67 and not withdraw your benefits and earn pension rights. Вы можете работать, скажем, до 67 лет, ничего при этом не трогать, не получать пенсию, но пенсия накапливается. And you can work to 70 or past 70. You decide yourself. Вы можете работать до 70 и дальше, это зависит от вас. А какой процент людей? And that really means that the pension will be higher Yes. if you retire at 70 or Yes. if you work. Yes. Да, именно так. Какой процент людей все-таки получает эту пенсию из работающих? Да, кто остается? Ну вот если все работающие за 100% Okay, принять, what is the percentage of people who take the pension and keep on working? More and more. We don't have very good numbers on that, but you can see among the people here who are 61 to 64, there are a fair amount of people who take benefits
they can take part of their benefits and continue working. Значит, эта цифра не очень хорошая, вот, так сказать, с государственной точки зрения. То есть этих людей все больше и больше, которые хотят, вот в возрастной группе от 61 до 64, все больше и больше людей, которые работают и берут пенсию, по крайней мере, ее часть. So you can take half your benefit and then work half time, for example. Ты можешь брать, допустим, половину пенсию и работать тоже в 2 раза меньше. It's most common to just take your full benefits and stop working. But there are some tendencies that people are doing both work and withdraw Значит, benefits. обычная, в общем-то, практика – это люди выходят на пенсию, становятся пенсионерами, они прекращают работать и живут на свою пенсию. Но вот есть тенденции, те, о которых вы говорите, что люди берут часть своей пенсии или всю пенсию и при этом продолжают работать. А если умирает человек, не выйдя на пенсию, его пенсионное накопление по наследству передается кому-то? Или аннексируется государством? If you die Yeah. before coming to the pension plan, for getting anything, what happens with this money which you accumulated? Can it be inherited by your relatives, or what happens to this? The money cannot be inherited. Значит, So- наследства никакого нет. So the money that's accumulated in your account is distributed to the other people, the remaining people in your age group. Эти деньги перераспределяются между другими людьми в вашей возрастной группе. Ну, дополнительно, что он наработал, то, что он платил сам, это Including what was paid. Including what was paid by your Yes, so for example, say that I'm born in 1960 and I've accumulated 1.5 million Swedish crowns in my account and I die. Ну, допустим, вот вам пример. Вот человек родился в 50 году. Его накопления составили на 1,5 миллиона шведских крон. Если человек умирает, That 1.5 million Swedish crowns is then distributed to everybody else who's born in 1960. эти деньги делятся на всех, кто родился в 60 году. So you add the accounts of everyone born in 1960 and then you distribute it to the people who are remaining, who are still living. То есть эти деньги распределяются между людьми в своей возрастной группе, которые продолжают себе жить и здравствовать. И 16, и 2,5. That covers 16% plus 2.5? Yes. Да. Вот даже говорил, что пособие вдовам и вдовцам. Да. Что это за пособие? The question about allowance for widowers. Yeah. Can you dwell on this? Yes. So the question was about survivor benefits. So in the new pension system, there's really no survivor benefits. Maybe it was cancer. Yes. Но на самом деле это было раньше, в новой системе эта практика отменена. There is a benefit that's a transition benefit. Есть некая переходная пенсия или переходная дополнительная выплата. So if you're, say, we take the person born in 1960, so it's a 53-year-old person. Ну, возьмем человека, рожденного в 60-м году, значит, ему 53 года. If that, say, that man dies, И вот это мужчина, он умирает. his surviving spouse, if he has one, will receive 1 year of a 1 year benefit Значит, to жена provide for transition. такого человека получает какие-то деньги переходные, назовем их, в течение 1 года. But that's it. И на этом, собственно говоря, все. По потере кормильца. То есть он еще не достиг пенсионного возраста фактически. Well, this person of 53, he hasn't reached the age of He retirement. has not right, but so his surviving spouse receives 1 year of transition. Да, но тем не менее, вот его супруга в течение года будет получать какую-то пенсию. If they have Annual. if they have children under the age of 18, the children receive a benefit until they're 18. Plus wife. Yeah. Если есть дети до 18 лет у такого человека, то они тоже будут в течение года получать вот какую-то пенсию. Наряду с женой. No, for the whole period until they're 18. Нет, они будут получать до А 18 если они лет. студенты и учатся? If they are students, Yes, they can get an extended period until they finish school. you mean university, No, high school. high school.
what about students of higher education? No, they don't get benefits. Студенты не охватываются этой программой. Школьники, да, до завершения школы. А вот в российской пенсионной системе есть такие игрушки. Ты софинансируешь нечто, например, ты кладешь 2000, государство тебе дает. Ты даешь 4, государство там тоже тебе дает. Если человек, и вот такие накопительные вещи, если человек умирает, они по наследству уходят. У нас. У нас, в России, по новой реформе, да. According to your Russian reform, you, well, we have what you call probably contribution, Yeah. which you place yourself. Yeah, And in the Russian system, this money are returned to you. yeah. No, we don't have that. So the money is returned to your age group, and then there's Нет такого. Yeah. Нет, No. деньги идут в твоей возрастной группе. В этом смысле. Вот 800 фондов. Да. И все эти фонды оставляют себе. Или только государственный фонд оставляет себе. Okay, what you said, does it cover only the state fund or the 800 companies which you mentioned? So this is for the income pension, the large part. For the premium pension, you can choose. I will tell you. 2,5%, которые вы контролируете сами, она об этом сейчас подробнее расскажет. In a minute, I will tell you about how that's invested and who controls that money. И мы сейчас поговорим о том, как это инвестируется и кто контролирует эти деньги. In the income pension, that's a pay-as-you-go. So most money that come in are used to pay current beneficiaries. You mean you get pension now? Yes. Значит, деньги, которые вы выплачиваете в качестве пенсионных, когда вы работаете, это отчисления с вашего дохода, они, собственно, идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам. There are some small funds in the income pension that are government funds. Есть небольшие государственные фонды вот в этой основной части пенсии. So there's a buffer in the income system. So although it's a pay-as-you-go, money that comes in, goes out to benefits, there is a buffer, and that money the government controls. Значит, есть некий буфер. По идее, пенсионные деньги это деньги, которые вносят в пенсионный фонд нынешние работающие люди. И таким образом эти деньги прямо уходят пенсионерам, но чтобы избежать каких-то сложных, так сказать, перепадов, есть некий буферный фонд, который контролирует государство. And the money in the premium pension you control yourself, and I'll come back to that. А вот, кстати, в премиумном фонде 2,5% это те деньги, которые вы контролируете сами. Did that answer your question? Есть, да? Уточните еще. А профессиональный коэффициент, что это такое? Это какой-то отдельный фонд,
Потому что там существенная часть пенсии, до 15%. Okay, it's a question about the professional fund, which is about 15%. Забуферный фонд тебя интересовал? Professional fund. The money which you get when you work, not national. Oh, the occupation. Oh, the occupational. Okay, Second part okay. of the fund. Yeah. The second part, the occupational plans are governed by collective bargaining agreements. Есть коллективные соглашения профессиональные у вас на работе, и эти накопления именно этим соглашением регулируются. So the social partners, the employers' organizations, and the employees' organizations have agreed on there are 4 agreements. Там на самом деле заключается 4 соглашения между работодателем, ну и, скажем, профсоюзом, представителями работников. There's one agreement for blue-collar workers in the private sector. Есть, значит, одно соглашение для так называемых голубых или синих воротничков, для офисных работников, да? One for white-collar workers in the private sector. Для белых воротничков в частном секторе. There's one for civil servants like myself. Для лиц, которые работают на государственной службе, таких как я. And there's one for people working in the municipalities. И еще одна категория — это люди, которые работают в муниципальных структурах. And these plans provide an additional 15% in replacement rate, about. И вот в рамках этого плана вы получаете дополнительные 15% вашей пенсии. Those agreements have also changed as the national pension system has developed to a defined contribution plan with investments that you control yourself. Эти соглашения могут меняться в связи с изменением системы и с теми инвестициями, которые вы контролируете сами. So the occupational plans have also changed. So the typical occupational plan, you contribute 4.5% of your salary. Значит, в рамках вот этого профессионального, скажем, плана вы вносите 4,5% вашей зарплаты To an account that you then decide how that account should be invested. На счет, и вы сами решаете, как с этим счетом распорядиться, как эти деньги инвестировать. So if you look at total contributions, it's 18.5% to the national scheme and 4.5% to the occupational scheme. Значит, 18,5% это национальная схема, плюс еще 4,5% это, ну, скажем, профессиональная. And this is up to an income ceiling that's about 1.5 the average wage. Again. So these contribution rates, you pay those on earnings, on income that's equivalent to 1.5 the average wage. Значит, речь идет о выплатах, которые не должны превышать полтора раза средний уровень. Полтора раза должны превышать средний уровень зарплаты. You don't pay it on your full income. If you're a high income earner, То есть, если вы зарабатываете много, you don't pay contributions on the top levels of your income. But you paid on the mean level. You pay it up to the ceiling. то есть там есть некий потолок, выше которого вы платить не будете. So for people with high income, with high earnings, the occupational plans provide additional contributions. Соответственно, для лиц с высокими доходами, с высокой заработной платой, эта профессиональная пенсия, она, естественно, служит дополнительным источником пенсионного. So the more money you earn, the more important the blue part of the triangle is. The occupational plans are more important for high income. То есть, очевидно, чем больше вы зарабатываете, чем больше у вас, собственно, жалование, тем важнее для вас вот эта фиолетовая часть пирамиды. Did I answer your question? А если фирма разорилась, куда деваются эти деньги? Или сменил работу? What's going to happen with these? Oh, it's not the companies themselves. It's fund. It's Но fund. к компании и к работодателю это не имеет отношения. Эти отчисления Хотя бы они фонды производят. эти, да? There's funds, yeah. А вот эти 18,5% вообще кто платит? Сам человек в конце года заполняет налоговую декларацию или работодатель? How about the mandatory part, the 16.5? Вы имеете в виду 16,5, не 18? Да, 16. Does the person actually pay it himself or herself when filing for the tax, or the employer pays it on
It's divided. So the employee pays half, and the employer pays half. То есть половину выплачивает работающий сам, а половина работодатель. Нет, это ежемесячное отчисление, как я думаю, так же, как у нас, ну, во всем мире. Кроме Китая. Понятно, вы имеете в виду, как это происходит физически, да? Да, физически. Да. No, you don't pay. No, it's deducted automatically. Не, это вычет. Это просто вычитается работодатель. So the collection of contributions is done through the tax collections. So it's the National Tax Board. When they collect every other tax, income tax, they also collect these contributions. Сбор производится в общей системе налогообложения, и налоговая служба, производя эти вычеты, вычитает и пенсионные отчисления. So our agency does not collect any money. We only pay it out. It's the tax authority that Их collects the ведомство не money. собирает никаких денег, только выплачивает. Или не было сказано, или я не услышала. Вот в связи с ростом продолжительности жизни объем денег, которые нужно расходовать на пенсионную систему, в России растет. У них, вероятно, тоже, да? Я не поняла, вот работающие зарабатывают эту сумму, или все-таки государство вынуждено ежегодно все больше, больше и больше субсидировать пенсионный фонд? Either might not have been mentioned or else here it, but apparently the actual amount to be paid in the funded part annually has to grow because the life expectancy grows, and apparently does this suggest that the government has to subsidize it more and more on an annual basis? I mean, actually pumping more money into the system. No, the system is self-contained. It's completely Система self-contained. замкнута, она самодостаточна. And what also was done in the reform was that it was separated from the general tax revenue and from the general budget. Как раз таки в рамках этой реформы было произведено размежевание от бюджета. So the contributions to the pension system, the 18.5%, those are earmarked contributions. То есть 18,5% это целевые средства. They can only be used for pensions. Они могут быть использованы только на пенсию. On the other hand, there's no other money. Но других денег нет. Ну вот, самодостаточная система, она не берет, как в России, из бюджета. Да. Потому что не хватает в России денег на пенсию. So, but the difference is that the guarantee benefit, the minimum benefit, that is financed through tax revenues. So Но they're минимальная separate. пенсия, она все-таки спонсируется бюджетом. А простите, пожалуйста, если будет соотношение работающего и населения, которое, да, пенсионного, которое на пенсии неравным, и просто не будет хватать денег, каким образом они будут выходить из этой ситуации? На минимальную пенсию не будет хватать. Well, that's a good segue to the next picture. Хорошо, кстати, перейдем в этом смысле к следующему слайду. Спасибо за вопрос. So this is since the system is self-contained, Значит, система замкнута. it means that all adjustments to maintain stability has to happen within the system. То есть все стабилизирующие механизмы должны содержаться в самой системе. Что это означает? So there's money paid in from all contributions that need to cover outgoing benefits. Соответственно, произведены выплаты, которые в фонде потом предназначены для выплат гражданам. And as long as there's enough money, when the assets in the system exceeds its liability, pensions grow with annual wages. И, соответственно, если в системе достаточно денег и активы превышают пассивы, то рост индексация пенсий происходит ежегодно с индексацией зарплат. Да? But when liabilities exceed assets, benefits will be affected. So when the financial crisis hit in 2008, assets in the pension system were reduced by quite a lot.
Соответственно, в противном случае происходит снижение пенсий, как в случае с финансовым кризисом, когда пассивы превысили активы, происходит снижение пенсионных выплат. Both because fewer people were working, but also because the value of the buffer, remember I said there was a buffer, was reduced. Как по причине снижения числа работающих, так и по причине снижения вот этого буфера. So at that point, liabilities were larger than assets. То есть пассивы превысили активы. What happened then was that benefits were cut. Annual benefits in payment were cut by 4% in 2010. В 2010 году на 4% снизились выплаты. And then they were cut about 5% in 2011 to restore balance. В 2011 году, чтобы восстановить баланс, на 5%. Как пенсионеры реагируют на снижение? How do the pensioners react? They were somewhat upset. Они, безусловно, не были очень рады. But this is another thing with the Swedish pension system. Сколько это в денежном выражении? 5% это. Could you give the monetary expression Yeah. of this 5%? So for a typical retiree, this was about 500 crowns a month. Для среднего пенсионера это была сумма равная примерно это где-то 500 крон в месяц. So I will tell you what happened. А пенсионные фонды, где они держат деньги? Центробанк, какие-то государственные бумаги? Does the pension fund place its money, say, with the central bank or some securities, bonds? I'll come back to what the political scene, but to answer the buffer funds, the buffer funds is a small part of the system. They're about 900 billion Swedish crowns in the buffer Все-таки funds. буферная зона это меньшая часть системы. Это 900 миллиардов And they're invested in a mix of equities in Sweden and on the global market and in bonds. So it's a mixed portfolio. But let's come back to the situation. Let's come back to the situation in 2010. The pension system, when the pension system was, when the policymakers agreed on the pension system, there was broad support. So all the major parties support the pension system. Но дело в том, что при проведении реформы все-таки был достигнут общий консенсус между партиями, отвечая на ваш вопрос, относительно, этой реформы. И была, в общем, достаточно широкая поддержка ее. So when the financial crisis hit, everyone agreed that this adjustment had to take place. То есть в обществе наличествовало общее понимание того, что это необходимо сделать в условиях финансового кризиса. All the major parties supported that the automatic balancing mechanism hit. И эту инициативу поддержали все политические партии. But of course, all retired people were quite upset. Но, конечно, вы совершенно правы, это породило и недовольство среди пенсионеров. So what happened was that there were adjustments done on taxes for retired people. You pay taxes on your benefits. Соответственно, были снижены налоги на пенсионное отчисление. Значит, с пенсии шведы платят налоги. So there were reductions in tax rates for retired people. So net benefits didn't change that much. Таким образом, собственно, нетто-выплаты, чистые выплаты, не слишком изменились. А сколько процентов, извините, они платят налоги? What are the taxes on the pension benefits they're asking? Pension benefits are taxed the same way as income. Пенсионные пенсии облагаются налогом так же, как доходы. But in fact, this current government has introduced extra deductions for people working. So if you're working, you get an extra deduction. So with the result that retired people pay higher tax rates than working people. In today's situation.
Yes. Однако сегодня, очевидно, вследствие последних политических инициатив, пенсионеры платят даже более высокие налоги, чем работающие люди. So then the government decreased retired people's tax rate, so they approached the same tax rate as... Потом были снижены налоги на пенсии, значит, да, так что ситуация несколько выровнялась, вот буквально в последнее время. But it's still a fact that retired people pay slightly higher taxes. Но по-прежнему пенсионеры чуть выше платят, значит, налоги, налоговая база чуть выше. Налоги, пожалуй, рециклинг идет, или просто уже государство идут налоги? Do these taxes, are they go into, are they recycled or are they just paid to the treasury? Those are the taxes that goes into the treasury. В казну идут. Пенсионный фонд. То есть эта система еще принадлежит... But they go into the pension fund or into No. the treasury? Into the treasury. These are Казну. income taxes that goes into the general tax revenues that used to pay everything В else. общее налоговое поступление. А нет ли здесь двойного налогообложения? Я выплачиваю в пенсионный фонд выплаты страховые, работая с доходом. И потом эти выплаты, получая на старости, еще снимаются налог. But is there not sort of a paradox with the double taxation, because you pay while you work as in compulsory payment that goes towards your pension fund, and then you also pay tax on your pension when you actually receive it? No, because what you pay when you work is not a tax, it's a contribution, it's earmarked contribution. Нет, потому что значит, отчисления, которые вы делаете из собственных доходов на протяжении активной поры своей жизни, трактуются не как налог, а как, значит, отчисление в пользу пенсионного фонда. Another way to put it is to say that the government forces you to save. The government forces you to save 18.5%. Правительство вынуждает граждан запасать себе на старость. So, and then you withdraw what you have saved. А потом вы просто пользуетесь своими сбережениями. Это не налог. Скажите, пожалуйста, а какая у них вообще вот минимально возможная пенсия? You have to press And you have to I think there's a... Какая у них минимально возможная пенсия? Вот эти 700 тысяч человек, которые там вот женщина, которая не работала, она потом какую будет минимальную примерно пенсию получать от государства? То есть минимально возможная. Неработающая женщина? Ну да, вот та, которая не накапливает. Минимальная социальная пенсия. What's the minimum social pension or the minimum pension for a person who hasn't worked or, you know? The guarantee benefit Yeah, is about 8,000 Swedish crowns a month. Где-то 8 тысяч шведских крон. And when you, and together with the housing allowance, the housing allowance is approximately 4,000 Swedish crowns a month. И наряду с жилищной субсидией, которая равна примерно 4 тысячам в месяц, So a total of 12,000 это где-то Swedish 12 crowns. тысяч шведов. I think there was a question down. And the minimal wage is, or the minimum... No, the average wage is, we don't have minimum wages. Минимально нет. Average wage is around 29,000 Swedish crowns a month. 28-29. Нет, зарплата, средняя. 28 тысяч. Почему в эпоху кризиса 9-го года, уже кризис был, они увеличили пенсию? За счет чего? How come that in 2009, when the crisis had already started, you increased the pension? That's sort of paradox, but it's the way these formulas are constructed. There's a lag, so something happens, but then it doesn't. Because of the lag, it doesn't come into effect until 2 years later. Это может выглядеть парадоксальным, но это объясняется тем, как подобные структуры, формулы работают. То есть происходит задержка между, собственно, тем событием и его последствиями. So what happened in 2009 really reflects what happened in 2007 in the economy. 2009 год в экономическом плане отражает 2007. Почему тогда началось 2015? Why is that tendency towards 2015? Oh, so was there a question back there? Did you have? А у вас был вопрос? Нет, а то... No? У нас есть. Да, у нас еще, знаете, вопрос какой? А вот все-таки эти вот деньги, о которых вы говорите, 8 минимальные, 28 средние, это до вычета или на руки,
А как вообще люди относятся к системе, получается, двойного фактически налогообложения? Мы уже спросили, это не И вопрос такой, сколько стоит работать пенсионного фонда, да, то есть по обслуживанию, есть там какой-то годовой оборот пенсионных денег, сколько процентов в этом обороте это зарплата и обслуживание вообще сам пенсионный фонд? There's two questions. Number one was the 8 and 28, the numbers for the allowances and the benefits and the mean wages. Is it before tax or after tax? Before. Это Before налогов. before taxes. And the second question, is there any number or percentage of the entire of the actual budget of the pension fund itself, for its apparatus and the costs and the working sector, the operation? The operation of this agency? Yeah. We are financed from the pension system. Да, их финансирование действительно происходит из общего фонда. So, and our annual expenses are about 1.3 billion Swedish crowns. Где-то миллиард и 300 миллионов шведских крон. And so it's deducted from everyone's accounts to Которые, finance our operations. которые, собственно, вычитаются из всех счетов. But it's very, very small. I mean, it's about 100 crowns or something. Ну, это примерно где-то 100 крон в месяц. But still, it's very important for us as an agency to be efficient. So we work a lot with trying to do things as efficiently. We're automating automating our operations to become as cheap as possible. Но для них, как для агентства, это важно. И, кстати сказать, они, в общем-то, ведут определенную политику и по оптимизации собственных затрат и собственного бюджета. You had a question, I forgot. Yeah. So this was the crisis in 2008 that resulted in decreases in benefits in 2010 and 2011. So you decrease benefits so that the system will come back in balance, which it did in 2012 and 13. Then our projections show that next year benefits will be decreased again. Because right now we are balancing right at a balance ratio 1. Assets and liabilities are right equalized. So when small things change, when unemployment goes up or it's very easy that liabilities Учитывая, что сейчас система находится на пороговом уровне между стоимостью активов и пассивов, очевидно, что там 2015 год будет отражать сегодняшний. So currently, you were asking about what retired people thought about that, about this. Currently, there's a lot of discussions about pensions in Sweden. Сейчас вообще в Швеции ведется достаточно много дебатов и достаточно горячих о судьбе пенсионной системы. The Commission on Retirement Age has released a report, and the retirees organizations, they are demanding that the automatic balancing mechanism should be abolished. You mean parliamentary commission? No. The parliamentary commission has released a new report. On retirement age. Значит, парламентская комиссия по пенсионному возрасту опубликовала отчеты, и в настоящее время ассоциации пенсионеров в Швеции радуют за отмену этого самого автоматического балансирующего фактора. But at the same time, the lobby organizations, the retired people's organizations, they are demanding. Yes, they're telling the politicians. Yeah. The politicians say the automatic balancing mechanism is here to stay. Политическая, тем не менее, значит, воля пока такова, что да, полностью в пользу этого. But there will be a discussion among politicians, among the major parties supporting the reform about adjustments. Но безусловно, следует ожидать консультаций в политических кругах о все-таки какой-то корректировке. Это не исключено. Выплачивается ли иммигрантам социальная пенсия, вот эта вот минимальная, или любой приехавший, пенсионного возраста человек обязан нарабатывать
хоть что-то, как в европейских странах, да? Are the immigrants paid the minimum guaranteed benefit, or just as in many other countries, they have to work at least for some time to sort of justify for this minimum? In order, the minimum guarantee is based, how much you get from the minimum guarantee is based on how many years you've lived in Sweden. So it's a and what's the threshold? Eller vad är det 3 år? Nej, det är ingen min. Nu lyssnade jag, förlåt. Sorry, just have to check. No problem. För att få garantipension, det finns ingen lägsta gräns för hur många år man måste bo i Sverige, va? Nej. There's no floor, but to get the maximum minimum guarantee, you have to live in Sweden for 40 years. For 40? 40. Значит, минимального нету порога. То есть сколько нужно прожить в Швеции, чтобы получить эту минимальную социальную выплату. Но, как значит, выразилась докладчица, для того, чтобы получить максимальную из минимальных, нужно прожить 40 лет в Швеции. So then you will get a portion. But for example, there are a lot of immigrants coming to Sweden. There are a lot of refugees coming. In pension age. Yes. There's a lot of people coming, both midlife and fairly late. And those people will not qualify for the guarantee, or at least a very small part of the guarantee. But they will be paid something. Yes, I will tell you. Financial markets, they could go under, they could default. There's no insurance. Значит, это частные компании, они существуют на рынке капитала. В принципе, они могут разориться, и никакой страховки в этом смысле нет. So if you pick a fund that performs very poorly, that will directly affect your benefit from the premium pension. Если вы выбираете фонд, который в итоге действует слабовато, это напрямую скажется на ваших потенциальных отчислениях из этого фонда. And that is also a discussion that's going on right now among policymakers. Do we think that there's going to be too much variation in this system? Это вопрос, который тоже сейчас обсуждается на политическом уровне. Вот уж должно ли быть так много каких-то вариантов в системе, возможностей каких-то разных. Вот нужно ли, чтобы их было так много? And if you look at what people have picked, the 63% that picked their own funds, most of those assets are invested in equities, and some in quite risky assets. Ну вот те 63%, которые выбрали, значит, самостоятельный путь, они вкладывают в какие-то ценные бумаги, и в ряде случаев эти ценные бумаги достаточно рискованные. And many people find this very difficult. It's difficult to understand. И многие люди в этом просто не разбираются, потому что трудно разобраться, куда именно вложить. But it's important to remember that this is only a small part of the system. Но не забывайте о том, что это все-таки небольшая часть системы. Вот то, о чем сейчас идет речь. The majority or the major part of your pension is determined by how much you work, your Основная contributions часть and вашей your пенсии wages. зависит все-таки от того, вот сколько времени вы работаете и сколько вы в течение вашей жизни зарабатываете. А есть какая-то статистика, куда выгоднее вкладывать, где доходность выше, в частных фондах или в государственных? Do you have any statistics about where it is better to invest your money into these 800 companies or into the by default fund? No, I mean we don't know, of course. I mean the default fund. This is what the default fund looks like. It's a fund that invests a lot in equities. It follows your age. The investments follow your age. Ну вот это государственный фонд, вот так сказать, дефолт по умолчанию. Что касается рынка, там трудно же что-то предсказать. Чужие деньги они не считают. Я имею в виду по итогам, они знают какую статистику? Куда выгоднее вложить 2,5%? But you have to know some statistics. You should have some idea of where better to invest at 2.5%. So far, people who've been in the default fund has done better than people picking their own В portfolio. общем, люди, которые остались вот с этим фондом, значит, с фондом по умолчанию, вроде бы их положение лучше, чем у тех людей, которые, значит, отдались на волю рынка.
in general, and this is what all the research shows, not just from Sweden but also from other countries, И это же подтверждают исследования, причем не только в Швеции, а и в других странах тоже. is that people are not very good at picking their own portfolio. We're not very good at matching how we feel about risk to an asset. So it's difficult to know what you should invest in. То есть простой человек, в общем, вот выясняется результат исследования, он не в состоянии оценить возможные колебания рынка, и его инвестиции часто оказываются непродуктивными. So research shows that people tend to do a lot of mistakes when they pick their own portfolio. И когда люди таким образом вот, формируют свой портфель, они совершают много ошибок. Это результат исследования. And one such mistake is that they pick allocations. They pick funds once and then they never change. И зачастую люди, поскольку они боятся перемен, но если уже они выбрали какой-то фонд, вот они с ним и остаются. А были прецеденты, когда разорялись эти фонды? Were there cases when these funds went bankrupt? No, we haven't had that. No. But Не there было are, but there такого, are нет. funds that are doing very poorly. Но с другой стороны, есть фонды, которые, в общем, показывают очень низкие результаты. Did that answer your question? Да. А вот выбор этих фондов как происходит? То есть фонды декларируют, мы вкладываем в нефть, а мы вкладываем в золото, а вот здесь вот в ценные бумаги. Сам человек выбирает, куда ему интереснее или как? Вот этот выбор фондов. How do you pick up a fund? On the basis of what? On the basis of their advertisement, they say that we deal in oil and we deal in coal or something like that. How do you make a pick? So the pensions agency is managing all the funds, or not managing the funds, but we have, if a fund wants to participate in the system, the premium pension system, they have to apply to the Swedish Pensions Agency and say, I want my fund to be available for election. Значит, фонд, если он готов участвовать в такой системе, он обращается к нам, вот сюда, в пенсионный фонд, и заявляет о своем желании принять участие в деятельности этой системы. And then all the money comes to the pensions agency, and then the pensions agency invests the money in the fund. И фактически деньги поступают в пенсионный фонд, а пенсионный фонд уже обратно инвестирует эти деньги вот в деятельность такого фонда. So we keep track of everybody's investments and Это who означает, owns что мы what. контролируем инвестиции. So fund companies don't know what I had invested in. You as An individual. So the fund company cannot send me an ad saying, you know, you should switch funds. Ну, то есть в итоге это происходит все-таки централизованно через пенсионный фонд, и вот сам вот этот один из этих 800 фондов, он не знает, кто конкретно является членом его, какой пенсионер является членом этого фонда. Да. You mean it's faceless? Yes, yes. We act as a clearinghouse. Если вы со всеми этими фондами работаете, какой смысл создавать такую систему, где 800 этих организаций? То есть какой ваш штат сотрудников должен быть, объем работы, чтобы было такое количество... That you cover 800 funds on a centralized basis. How many people should you need to control all this? And what is the point if they are on the market? The point is to keep costs, administration costs down. So all the money comes to the pensions agency, and then we pay out the money to the fund company. So we do all the trades. Но все-таки мы контролируем эту ситуацию, все деньги приходят к нам, мы перераспределяем эти деньги по этим фондам, это снижает наши общие административные затраты. So otherwise all the funds would individually have to do the administration. We do all the administration centralized. То есть администрирование происходит централизованно, в противном случае каждая компания занималась бы самостоятельным администрированием, это было бы дороже. And that saves money. То есть в итоге экономия средств. Вопрос. Информационные пути. Как доходит до человека информация вообще о пенсионном обеспечении? Без какого времени? Вы сейчас говорите не о 800 фондах, а вообще? Нет, вообще. Вот эти письма счастья, которые к нам приходят в Россию, там, по итогам года вы там отложили себе. Нет, Письма счастья в России немножко называется другое. письма счастья. Я поступила на работу. Мне в этот момент уже начинают объяснять,
о пенсионной системе или раньше еще, The когда я question about the маленькая? information a person gets on his pension accounts or his pension accumulations. At what particular moment you start getting this information? When you just come to work and it's immediately explained to you and you have a clear picture. So information on benefits is very important, and that is one of our major tasks Это here на at the самом agency. деле мы предлагаем информацию и по государственному фонду, и по так называемому профессиональному фонду. So every year, everyone who has earned pension rights in the national system gets the orange envelope. Вот есть, пожалуйста, письмо счастья, оранжевый конверт, так называемый, который человек получает каждый год. So the orange envelope is your account statement for the public pension scheme. В этом конверте содержится информация ежегодная о ваших пенсионных накоплениях в национальной системе. So it tells you how much you've earned that year and how much you have in your account, and you get a projection of your benefits. Значит, говорится о том, сколько вы заработали за этот год, каковы ваши пенсионные отчисления и каков прогноз на ваше накопление пенсионных. And you get that as soon as you start working. И эту информацию вы получаете с того момента, как вы выходите куда бы то ни было на работу. And in addition to the orange envelope only provides information on the public scheme, but of course you need to know what the blue part of the triangle is too. You need to know what the occupational benefits are to get the full picture. Значит, это оранжевый конверт покрывает только государственную часть, вот основание этого треугольника. Естественно, вас интересует и вторая часть треугольника, то есть профессиональная часть. So then the government, together with insurance companies and financial service companies, have established a site, a web portal called mypension.se, minpension.se. Значит, государство вместе с финансовыми и страховыми компаниями создало вот такой сайт minpension.se. So it's an online site where you can see all your pension benefits. So you can see everything you've earned so far. Сайт вы видите практически все, что вы заработали на данный момент времени. So it assembles your pension contributions from all different sources and provides a statement and a projection on your full pension. Но здесь суммируются все ваши пенсионные накопления и показывается перспектива вашей пенсии. And coming back to your question about e-services, we are developing this site together with the private companies to provide better possibilities for projections. Что касается вашего вопроса по поводу электронных услуг, ну что ж, мы разрабатываем этот сайт вместе с частными компаниями и стараемся сделать так, чтобы в электронном виде вы могли получать, так сказать, проекцию вашей пенсии, перспективу. А пароль специально получается или номер твоего вот страхового Как вы свидетельства? входите в систему? Ну да. Пароль. Can you key in into this? Can you give me the password for it? You can do it with a password or with an electronic sign-on. There's an electronic identification system. Ну, либо это пароль, либо система электронной идентификации, но это делается. Все-таки вот я не поняла, вот 23 из 100% по 2,5%, да, индифферентные, они не делают ничего, а 67 принимает решение. 63. 67 там было, 63, да, ну пусть наоборот. Из этих 63 все-таки в государственный фонд отдают какой процент? Это не государство, 37. Нет, они могут выбрать и государственные. Да, господи, вот, ну это вопрос все равно, 27 плюс 63. 63 не индифферентных, они выбирают. Они ж не все бегут в эти 800 частных. Кто-то идет. Если вы выбираете государственный фонд, вы ничего не делаете, автоматически туда идут деньги. Так, друзья, давайте Мы, спросим, вот что в это. России я иду и выбираю. Сосредоточьтесь, господа. Так, вы задали вопрос? Ну давайте его. Вы теперь поняли, да, что Ну, я я его понял в тот раз, я просто думаю, что он не совсем корректный. Ну давайте. This question is about 63%. 63%. Yeah. The lady thinks that this 63% part of this 63% still approaches the state, the government. 63%.
the default. Здесь по умолчанию вообще не I don't рассматривается. understand. You don't understand. Well, So, try again. even 60% Yeah. of people who apply to private companies to Yeah, they 800 funds. pick their own fund. They pick what, yeah. Yes, but the lady says that out of this 63%, some of the people still approach the state. No, the government. no, no. They pick their own funds on the private market. 63% это те, которые из 100 выбрали частные фонды. Да? Вроде бы Значит, там была цифра 67, а 67 определяющая. 63 или 63 тогда получается, да, игра цифр просто. Может ли работающий увеличить выплаты? Можно я вопрос задам? Может ли работающий увеличить свои выплаты, свои зарплаты вот в тот фонд, который уйдет 2,5 либо 4,5%? А там есть эта верхушечка пирамиды, добровольное отчисление. Если я вдруг захочу дополнительно в эти фонды отчислять? Can you increase your contributions means 2.5%? No. No, you can't increase that. Нет. Частные можно, да, никуда нет. Да, you can include your investment in private. Well, then you have to do it outside of the pension system. You cannot do it within the Делайте pension сами, system. вы делаете, что хотите, это за пределами пенсионной системы. Здесь вот вам 2,5%. А вот эти 800 фондов, они между собой конкурируют за пенсионера? Okay, these 800 funds, Yeah. do they compete with each other for a number of pensioners? Yes, yes. How? Well, I mean, they can only do general advertising, or they can do banks, for example, try to sell their funds. So if you go to the bank to borrow money to buy a house, they will ask you, well, how do you invest your premium pension? Are you investing in our funds? So the bank won't know what funds you've invested in, but they will try to tell you that you should invest in their funds. Ну, у них есть реклама своя, они конкурируют посредством рекламы. Если вы обращаетесь, допустим, в банк за получением какой-то ипотеки, там, допустим, на жилье, этот банк тоже может вам предложить какой-нибудь фонд, хотя он не знает, заняты вы в другом фонде или нет. I think we're coming to an end. Ну что, мы приближаемся к завершению. Да. Any last questions? Последние пару вопросов. На уточнение вопросов. Вот эта верхушечка треугольника, Да. добровольное отчисление, они не в государственный фонд поступают, да? Это частные фонды. The top of Yeah. the triangle, that's private contributions. It's not part of the state system. No, no. But there are private savings products that are tax advantaged. So if you put money into a certain insurance, you don't have to pay taxes on that income. Значит, это ваша самостоятельная система. Другое дело, что там есть налоговые льготы. Если вы участвуете в такой системе, там она будет либо не облагаться налогом, либо облагаться каким-то маленьким. So it's completely voluntary, but it's tax favored. То есть это добровольная система, а она имеет налоговые послабления. Но это не государственный фонд обслуживает вот эти. Это какой-то другой фонд аккумулирует. No, no. Через банковскую систему, вероятно, реализуется. Probably it is implemented through the banks. Yes, yeah, banks and insurance companies. Банки и страховые компании, да. Давай. Скажите, пожалуйста, та часть моих доходов, которую я добровольно в частный пенсионный фонд. Вот это верхушечка треугольника. Да. Облагать ли она по той же ставке налога или какие-то льготы есть от государства? Ну, по-моему, она только что об этом сказала, да? It's a question again about the taxation of the top part of the triangle. Yeah. How is it taxed? Is it taxed in general? So if you can put away 12,000 Swedish crowns a year. So 12,000 of my earnings is not taxed. So I put it into this account. Значит, 12 тысяч шведских крон не будут облагаться налогом вот из этой суммы. And then when I take it out, when I'm retired, I pay taxes on it. Но когда я эти деньги забираю, уходя на пенсию, тогда я, значит, плачу за них налог. А можно вот последний такой немножечко шуточный вопрос. Вот, судя по всему, брендированный цвет пенсионного фонда – это оранжевый.
Ну, у нас как бы в России оранжевый цвет это немножко цвет революции, но может быть они вкладывают какой-то смысл, то есть может быть это с чем это связано? Аэрофлот это тоже оранжевый. Yes. Между прочим. In any way connected with Orange Revolution? No, no. It comes. No. Oh, we have to press. It comes from the orange envelope. So when the pension system was launched, the annual statement, there was going to be annual statements. And then you needed a color on the envelopes, everybody would see it. So orange was picked. Придумали просто в свое время этот оранжевый цвет, когда завели вот эти действительно конверты, в которых сообщалась пенсионная информация граждан, ну и просто для того, чтобы привлечь внимание, вот был выбран оранжевый цвет. Оранжевая революция это отношение не имеет. But since then, orange has really become the color that represents the pension system. Но в итоге действительно оранжевый цвет стал тем цветом, который представляет пенсионную систему нашу. And you can look, if you look around our building here, you can see our chairs are orange and there's И вот orange. вы, если посмотрите по сторонам, вы увидите, что много оранжевого, вокруг вон там кресло оранжевое. Оранжевый отчет. Yeah. So it's our signature color. Да, это, так сказать, да, наш бренд, можно так сказать. Thank you. Thank you very much. Enjoy the rest of your visit here in Stockholm. Thank you very much. Thank you for your morning. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you for your patience. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.